Вот и доброе утро наступило. Ночью я вот спальник второй вскрыл, потому что было холодно. Накрылся. Дождь. Я не знаю, сколько раз дождь шел. Короче, шел и шел он всю ночь, походу. По крыше тук-тук-тук-тук только. Сейчас вот солнышко выглянуло с тутца. Время у нас 6. Полседьмого. Все, надо вставать. Водичку попить. Кофеек сварить. Умыться. Водные процедуры. Благо я стою в ручье. Кто-то сейчас, кстати, там булькался. Бобер, наверное, какой-нибудь плавает еще в ручье в этом. Ну что, друзья, выбрался я с болотин. Кофеек себе поставил. Сейчас посварю. Такой вот вкусный будет. Кофеек зажег вот эти вот дымовухи. Потому что комары напали сразу же, просто мгновенно на меня. Толпы комаров. Тут взялось. Я встал, вообще ни одного комара не было. Так что сейчас кофеечек бахнем. И пойдем на поиски сарматов. Планирую вот туда вот пройтись. Вот в ту сторону, вдоль вот так вот, вдоль вон той болотины. Вот так вот и туда вдоль. Ну как бы вот дорога идет и вот только вдоль болота. Вчера потому что я вот уже в темноте вот там как раз таки нашел пару денежек-то этих. Вот так, такой план пока что. Точно найдем. Не сегодня, так завтра. Запах. Ну что, все я собрал. Вещи сложил. Спальники все скрутил. Прибор собрал. Лопату наточил. Перчатки приготовил. Так что все. Двигаем вот сейчас в ту сторону. Так спокойненько, тихонько двигаться будем. Ходить вообще хреново. После пожаров вот эти поросли, видимо, корни оголились с деревьев. Пошла вот эта поросль. И вот она просто вот мешает. Невозможно вообще. Вот. То есть надо же катушкой колебательные движения совершать. А вот она мешает. Трава хотя бы мягкая, она гнется, а это вот не гнется, ни палки упираешься и все. Вообще проблема тут с поиском в этом месте. Вон она все вот в поросли в этой. Она вся обкусанная, видимо, лоси ее едят. Все вот вообще в ней подряд. И никак вот я не могу нормально искать. Проблемка, конечно. Пойду я, наверное, ближе к болоту. Может, там трава хотя бы нормальная. Птичку кто видел. Не знаю, видите вы ее или нет. Вот она сидит, птичка такая.
попробую к ним ближе подойти. Подснять ее. Большая такая сова. Филин или кто он там называется. Если не улетит, конечно. Смотрит на меня. Не хочет сниматься, вон. Влетают цветки. Смотрю. Проверяет там что-то у них. Вот. Нектар собирает. Вот и полетел к следующему. Как он их находит? Пустой, видимо. Да. Наверное, он запах какой-то чувствует. Вот иду. И вот такой бугор попадается. Ну, наверное, не передаст телефон, камера. Такое ощущение, что как будто вот по кругу окопанное что-то было. Вот так и такой бугор. Возвышенность. И вот на такие места в лесу я обращаю внимание. Что это такое, непонятно. То ли такой рельеф, или это рукотворное. Ну, в общем, сейчас я его обследую, конечно, весь вокруг. И там вот возвышенность такая какая-то. Еще вот хотел сказать, друзья, что такие моменты, деревья в лесу, вот здесь особенно горелые леса и возле болот, внимательно ходите. Я тоже иногда сам даже захаживаюсь, вот так под дерево заходишь, а они бывают нависшие по несколько штук. Вот там вот висит, вот она на такой высоте. Надо внимательно смотреть. Если верхушка отломится, в любой момент может упасть. Чуть ветер дунет или... Дальше надо быть внимательным в лесу. В плане безопасности в каске ходить. Да, в каске надо ходить и в бронежилете. Ну, на этом бугре какой-то металлический сигнал выстрелил сразу же. Сейчас мы его пробьем. Где-то сверху что-то лежит. Все горелое. Пожары были тут страшные в лесах. Прошлый год. В этом году, не знаю, не горело, по-моему. Что-то ни хрена. Сейчас еще раз копанем. Да, все на лопату так реагирует. Всем не нравится лопата моя. Ну куда-то туда вглубь идет сигнал. Или где-то рядом здесь. О. Корни. Ну блин, я упираю в корень какой-то. Так, во.
Вот какая-то железячка. Что это может быть? Это похоже что-то современное. Да, это какая-то... Ну явно это не сарматы. Прокладку вырубали какую-то металлическую для коня. Просто это какая-то хрень. Да, заржавевшая. Притом так интересно от нее жабщина питает, и она такая прям как будто маслянистая. Ну это... Возможно, тут эти леса все выпиливались в советское время. Вероятнее всего, тут, наверное, какая-то избушка стояла на этом месте. Смолу тут топили, да. Воронки, потому что попадаются вот в этих лесах везде. Вот этих, на которые смолу собирали. Так что вот такая вот деталь от коня. Мы ее на дерево сейчас повешаем. Ну да, место, короче, это, видимо, то ли какой-то склад был, то ли какая-то изба на этом месте. Ну, странно, что она прямо у самого болота находится. Это советское наследие. Вот эти воронки. Вон они, одна в одной. Вот здесь все время сигналит. Вот их раньше так вот сосны подрезали. Их как-то крепили. Так вот. В них собиралась смола. Потом ее куда-то направляли. Я, честно говоря, этот вопрос не изучал, не знаю, что там, как вообще этот процесс происходил. Ну, наверное, сильно смолы кому-то надо было. Много. Хотя почему-то сейчас я не вижу, чтобы ее кто-то собирал. Даже деревья такие все подрезанные попадаются. Я вот найду в лесу такое дерево, покажу потом вам. Вот именно как они подрезанные. Они мне часто такие попадаются. Большие сосны. Эти-то маленькие. Этим лет по 30, может по 40. Они со мной где-то с одного возраста. Уже наросли, потому что здесь вот, видите, заросло место. Включение незапланированное. Хочу, чтобы послушали звук. Сейчас орал, короче, зверь. Ну, сейчас я включился, он не будет, наверное, орать. А вот сейчас крикнул. Уже далеко уходит. В общем, такой прям страшный крик, страшенный. Как будто там медведь какой-то злой. А на самом деле косуля просто кричит. Так что, если кто не знает, косуля очень страшно кричит. Вау, вау, вот так. Вау. Можно подумать, что там что-то такое невероятное. А там козлик всего лишь такой безобидный, травоядный. Ну, орет так страшно. Можно напугаться, даже если ночью где-нибудь крикнет из-за спины. То улыбаться можно потом ходить всю жизнь оставшуюся. Зашел вот на такой выступ. Там дальше уже все, вот прям болото там галимое. И ни хрена здесь нет. Ни хрена тут нет. Тут маловероятно, тут просто вот вода стоит между кочек. Вряд ли кто тут бы стал селиться, даже временно. Хотя стратегически точка, конечно, важная. Обзор хороший. Ну вот издалека вот оттуда шел от болота.
увидел возвышенность здесь. Подошел, все сигналит. Вот банки консервные, старые. Видимо, тоже изба была. Тут барсуки все ископали. Там они везде, видимо, живут внутри, подземные свои. Вот лоси ходили. Короче, все тут, всех интересно. О, видите, вот какая железяка лежит. Печка. Ну да, плита. Так что тут была хорошая изба какая-то. Очень большая она была. Дом, наверное, какой-то был. Судя по размеру, тут вообще метров 6, наверное, больше. Да. Серьезно тут. Серьезный подход был к делу. В такой-то глуши, блин. Ну, это все заготовки леса, скорее всего. Это где-то 50-е годы, наверное, послевоенные. Так, ну, у меня это бугор, он там еще дальше бугор есть. Пойду туда дальше. Вот все краем болота двигаю, в ту сторону иду. Пойдем дальше на разведку. Так, включение. Такую гильзу нашел сейчас. Ну, не заснял, как я выкопал. Вот ямка. Просто копанул, был металл, как черный металл. Даже не знаю, от чего это такая. От СКС, возможно. Маленький патрон какой-то. 7,62, наверное, калибр. Ну что здесь, охотились, конечно. Часто, кстати, в лесу пули попадаются, картечь всякая вот такая вот. Гильзы. Вообще частая находка по лесу. Вон какой посетил меня. Птичка какая, вон она орет. Это типа ястреба какого-то, что ли? Прилетел, главное, сел и начал орать. Видимо, я зашел на его территорию. Выгоняет меня, не нравится ему. Говорит, уходи отсюда. А тут место вот такой перспективный, бугорок хороший. Полетел, все. Возможно, у него гнездо где-то здесь просто. Да, скорее всего, гнездо, наверное, на краю где-нибудь. Вон он прям летает. Не нравится, что я тут хожу. А тут местечко перспективное, такой бугорочек хороший, прям в болото выходит. И вот я бы здесь остановился на месте сарматов. Со скифами вместе. Отдохнул бы. Что вот бугорок-то перспективный, дал сигнальчик. Ну это даже не факт, что это цветной металл. Возможно, ржавчина какая-то, но нам главное понять, что здесь такое. Может, это древняя ржавчина. Сейчас копанем, узнаем. Так, ну вот раскопал все вроде бы. Сейчас позвоним, посмотрим. Вот здесь что-то, вот, по-моему, звенит. Что же тут такое у нас на опушке леса? Ни хрена тут нет, по-моему. Что-то сигнал такой вообще, как дробина какая-то, что ли. Обычная такая вот картечина, растут, тут гильзы валяются. Возможно, тут место дислокации охотника было какого-то. Стрелял, наверное, лосей. Они тут выходили из болота. Он их стрелял, они падали вон там в камыше. Там собирали их. Короче, без какой-то сигнал беспонтовый. Ну что, друзья мои,
такое перспективное место, блин, вообще и пустое, нет вообще сигналов. Но это, кстати, в большинстве случаев всегда так бывает. Вчера-то это исключение из правил было. Вот такой бугор хороший. Папоротник здесь растет. Все, и клад должен быть спрятанный. Цветок папоротник. Вот за спиной там и болото рядом. Люди ж раньше селились ближе к воде. Болото, источник воды, ягоды, там грибы всякие. Место перспективное было, но я сразу понял, что здесь ни хрена нет. Можно было понять, что знака парковки нет, лошадей ставить негде было. Все, если бы знак парковки был, можно было бы поискать. Так, вот. Дальше идем. Сейчас пойду вот по этому папоротнику туда выше подниматься, как бы краем болота, и туда повыше, повыше, оно туда, вот лес вот туда загибается, идет вот туда, в ту сторону двигаем. Что-то я навигатор с собой не взял, так смело хожу тут. Ну блин, и надеюсь не заблужусь. Не знаю, будем по муравейникам ориентироваться тогда. Они же за деревом вот. Что-то у них такое тут? Белая смола какая-то, что ли, накапала. Все, идем в путь. Да, друзья мои. Все-таки человек, наверное, самое подлое существо на свете. Вот хожу уже второй день, лес вот сгорел вообще весь, просто весь вообще. Это же все упадет. И леса здесь не будет. Вот просто все мертвый лес. Да, назовем это мертвым лесом. Мертвый лес. Ах, да уж. Кстати, еще хотел сказать, что поверье есть такое, что в болотах, в этих болотах, кому как, Василиск живет. Такой полудракон, полуящер какой-то, наверное. И якобы, если встретишься с ним взглядом, окаменеешь. Вот. Так что если кто в нашей местности ходит, лучше в очках ходить затемненных, чтобы с ним взглядом не встретиться. Опасно. Я вот забыл очки. И маску хотя бы сварочную надо с собой брать. Опасно все это, короче. Нашел я парковку все-таки. Вот среди леса бугор. Он такой существенный бугор. Я не знаю, вот я оттуда пришел, тут, наверное, перепад 2 метра точно есть, может больше. И вот этот бугор туда идет. Здесь такое чистое место, леса нет. И следы вот какие-то. Хотел подойти посмотреть. Блин. Что это за следы такие? Интересно, интересно. Явно кто-то валялся, тут лежал. Вот лежал, да. Наверное. Ну, копыта, лось. Лось лежал. Да. Шерсть вот его осталась. Улика. Шерсть. Так что теперь ты не открутишься, если тебя поймаю, что ты здесь был на моем месте. Интересно, главное. Места ему не хватило. Валялся тут на песке. Обычные птички всякие копаются в песке. Им же нужны гальки для пищеварения. Лоси что-то копают, ходят. Тут дорожка как будто бы какая-то. Место хорошее. Сейчас походим. Вон он, короче,
Смотрите. Охренеть. Красавчик. Смотрите какой. Красавчик. Эх, какой. Я не знаю, подснял, нет, когда бежал. Пин вылетел у меня, блин. Ну да. Эпично было, да? Лось лег передо мной. Блин, вот эта хрень вылетела из кармана. Подвела меня. Я за нее запнулся. Да. Я надеюсь, подснял. Фу, сейчас бы еще металлоискатель найти. Куда я убежал? Ладно, лось это однозначно лайк. Друзья, смотрите, кто пожаловал. Вон она идет сзади меня опять. Короче, не хочет со мной расставаться. Видите? Ходит рядом. Вот он. Красавчик. Пошел. Стой! Где такое еще увидишь жизнь? Ну ладно, пусть с Богом идет. Так, сигнальчик у меня на дороге. Такой какой-то он сомнительный. Какой-то сомнительный. Ну, блин, какая-то ржавчина, похоже, это. Обычно это ржавчина звенит. Странно. Нет. Потерялся, как будто сигнал. Кстати, бывает такое вот здесь вот в нашей местности. Железосодержание в песке, что ли, много. И вот такие сигналы, кстати, бывают.
Вот, кстати, какая-то ржавчинка как бы идет туда. А, вот. А нет, это корень. Такие сигналы бывают теряющиеся. Вот это один из них, наверное. И, как правило, такие рыжий песок просто. Блин, ну сигнал такой как бы вроде и есть. Странно. Ничего нет. Вот, наверное, один из таких сигналов. Видимо, содержание железа большое и металлоискатель. Когда вот скопление, именно пятно такое этого песка, оно дает сигнал. А потом, когда начинаешь раскапывать, его разбиваешь, и все, и сигнал пропадает. Вот это один из них, скорее всего. Короче, сегодня нам, походу, с этим другом не расстаться будет. Вон он опять лежит. Я иду тихонько по лесу, спокойно. Вон он. Капец, короче. Пойду сейчас в его сторону схожу опять. Тихонечко. Я иду, короче, слышу. Он так делает, храпит. Вот я, короче, его испалил. Он лежит. Попытаюсь приблизить его. Так, где он, блядь? Вижу его. Рядом вообще где-то тут. Вот он и буйвол. Скажет, ты меня достал, друг. Сегодня уже. Он не уходит, главное, стал и стоит опять. Расстояние, ну, 30 метров примерно. Вот он какой. То есть мы с ним подружились, можно сказать, уже. Опять встал, там он стоит. Ладно, пойду, и не буду я ему мешать, пусть он тут ходит, лежит. Иду, возвращаюсь, смотрю, как тут без меня тундра моя, тундрочка. А у нее глаз один подбитый, прослезился. Ждет, говорит, бросил ты меня, ушел куда-то в лес. С лосями там ходишь, разговариваешь. Ну ничего, мы тебя подлечим, не плачь. Все нормально. Все хорошо. Сейчас поедем домой. День у нас подходит к концу. Погодка сегодня нам дает покопать вообще здорово.
советское время даже деревья росли в виде серпа и молота. Видите сзади? Вот она. Молот только отпал, серп остался. Вот так-то политика партии была такая, чтобы даже деревья росли в виде государственной символики. Ну что, дорогие друзья, вот и подошло к концу наше замечательное путешествие. 2 дня копа с Евгением Гриндясовым в поисках сарматов и скифов. Сарматов мы пока не нашли, скифов тоже, но мы не сдаемся, будем продолжать. Всем, кому понравилось, ставьте лайк, подписку и пишите свои комментарии. Будут ли следующие серии, все зависит от вас. Я начинающий блогер, поэтому для меня важно ваше мнение. Все, всем пока!